Итак, всем доброй ночи. Секунду, сейчас исправлю кое-что. Да, надеюсь, что все пришли, кто хотел сегодня поучаствовать. Итак, дорогие друзья, надо было вам подготовить следующее. Успокойся, Пуся. Угомонись. Итак, банка с водой плюс 3 свечи с этой банкой для этого ритуала. Это отлив. Разного типа отлива я буду вас учить и показывать. Второе. 13 монет. Вот они. Значит, мешочек. Вот. Дальше 2 ветки. Любые, можно и такие веточки. Черный моток нитки. Далее красная свеча. Значит, камни. Вот подобные камни, которые у вас на алтарях. И спички, желательно длинные. Я взяла длинные, например. Такие дачные спички, они очень удобные в пользовании. Потому что будете как бы зажигать. Так, бросать нужно в воду. Можно и в эту воду, в которой вы уже сделали восковой отлив. Сюда тоже можно кинуть. В принципе, не страшно. Лишь бы была вода. Все равно это нужно будет вам выкинуть. В принципе, все. Пока все. Сейчас, секунду. Так, успокойся. Сейчас найду, что мне нужно найти. Так, ничего не поняла. Где она? А, вот он, все. Итак, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что чистка онлайн или чистка в прямом эфире – это не махание руками. Не я чищу вас, и это невозможно всех столько тысяч людей за один раз, привет, Ян, почистить. Это нереально. Чистка бывает только тогда, когда под руководством ведьмы, испокон веков, издревле так бывало, что люди собирались в одном месте, и под руководством ведьмы они очищались, либо лечились от болезней, либо от какой-то опасности делали защиту. Но под чутким руководством женщины, которая знала все это, да, знала мир потусторонний, практиковала и, естественно, ой, сейчас, секунду. Знала все за и против, ошибки допускать не могли никак. То есть под ее руководством это все происходило. Следующий момент. Армянский язык очень близок к санскрите. По сути, можно сказать, что прямой наследницей санскрита является именно армянский язык. Какая бормотуха? Что за ерунду вы несете? Если в других языках санскрите сохранилось, здравствуйте, Лаура, сохранилось просто в виде обрывков фраз, да, какой-то так определенная часть, какой-то малый процент санскрите сохраняется в разных языках, уже деформированный, переделанный, здравствуй, Илона, то в армянском языке очень большой процент сохраненности именно вот в первозданном виде санскрите. А санскрите – это праязык человечества. Есть различные версии, что такое санскрите. Разные есть версии и так далее. И считается, что, например, мантры читают на санскрите, но не все. Да что ты, а?
Мантры есть на индуйском языке, на хинди. Но есть мантры, которые даже индусы не понимают, о чем там сказано. Вот это санскрит, это древний язык. Очень много есть слов, по которому определяется, санскрите это или нет. Но это очень сильная вибрация языка, сила языка. И если предположить, что в санскрите существовало много тысячелетий назад, а именно некоторые ученые говорят, что от 120 и более тысяч лет назад существовал этот язык. И если какой-либо язык перенял на себя санскрите хотя бы процентов 30, да, то представьте, сколько тысячелетий. Нет, ну можете зажечь, можете нет, это уже по желанию. Сколько тысячелетий эти силы, духи слышали вот это обращение, понимаете? Поэтому они, собственно говоря, и сильны, эти работы, тем, что они древние. То есть духи привыкли к этим призывам. Дорогие друзья, я сегодня буду несколько работ вам показывать. Несколько работ моей бабушки. К сожалению, эти работы нельзя напрямую передавать, поэтому я решила вам передать на русском языке. Может быть, меньше получу по шапке, может быть. Потому что давать свое собственное, свое родовое не очень хорошо. Потому что, ну, как вам сказать, ну, не очень хорошо. Это наказуемо. Но если немного видоизменить, то есть смысл не теряется, чего? Можно делать в любое время. Вот я здесь делаю темно, у вас неважно, темно или не темно, или что, вы можете делать. Я делаю отсюда в это время, когда надо, и вы можете делать. Так вот, чем хорошо коллективные чистки, грубо говоря? Тем, что много людей, когда обращаются, скажем так, много... все пишут, откуда... Я рада, пишите, откуда мы будем знать, сколько стран и городов с нами сидят. Я однажды подарила в первозданном виде ритуал от сглаза, очень сильный ритуал от сглаза моей прабабушки. Дорогие друзья, я очень страшно получила, и я не буду сейчас об этом говорить. Там четверостишье всего лишь, но она очень сильная. Я 4 года получила очень много нехорошего, именно потому, что я посмела это сделать. И после этого я поняла, я могу передать, но только денежные, но только на удачу. Они не так, скажем так, не с темной стороны. Я могу передать очищение от сглаза, от порчи и так далее, но только немножко видоизмененные на другом языке. Вот, собственно, так и происходит. Некоторые ритуалы я прям на армянском языке и буду диктовать. Но некоторые ритуалы я взяла всего лишь куплет. Первоначальный куплет, скажем так, ритуала, да, и дополнила, скажем, на русском языке. Вот на русском языке мы будем делать, и этот куплет, взятый из целого ритуала, внедряем туда. Я постаралась как можно подогнать, грубо говоря, подогнать под простого человека, чтобы для него это было безопасно. Но если нет камней, значит, вы с камнями сделаете позже. Пока сделайте то, что вы подготовили. Ничего страшного. Это ж не обязательно, что из этого подготовили, то и сделайте. Если вы подготовили все, значит, все сделаете, понимаете? Я не просто вам даю и говорю, что надо вам правильно делать. Ничего страшного, если даже неправильно произнесете, от этого ничего страшного не случится. Вы же со мной это выполняете. То есть я буду вам объяснять и вместе с вами это совершать. Итак, значит, первое. Учу вас еще одному отливу восковому. Почему восковой отлив так популярен? Ну, во-первых, он безопасен для обычного человека, отлив воска. Потом, дорогие друзья, если просто взять и отлить воск, ну, какими-то там молитвами, не знаю, что там дают,
это вам особо ничего не даст. Это всего лишь уберет изначально, первоначально такой, ну, усталость, может быть, знаете, раздраженность, вот такую вот черную энергетику, что-то в этом роде, стрессы, и все, на некоторое время. Но если восковой отлив должен быть сильный, то там нужны сильные слова, то есть сильная работа. Теперь смотрите, что делали армяне. Между прочим, если кому-то хочется узнать об армянской магии, так и наберите. Армянская магия или магия армян. Ведьмина изба. На моих разных каналах эти ролики сохранены и есть. Можете познакомиться и понять, что такое армянская магия. Она одна из древних и одна из самых сильных. Значит, дальше. Воск. Пчелиный воск, он из чего создан? Из пыльца. Пыльцы, да? Значит, цветочная пыльца, хотела сказать. Дальше. Господи. Собраны из цветов. Цветы растут на Земле. Они носители энергии Земли, энергии планеты, энергии мироздания. Следовательно, воск собранный воедино энергия, которая очищает, вот снимает, отрывает с вас эту черную энергию и, значит, капает вот это все, убирая, да, сжигая, капает в воду. Потом здесь еще ключевую роль играет огонь, сила огня. Армяне были огнепоклонники, армяне поклонялись солнцу, огню. В древние времена говорили, если ты хочешь вычислить армянина среди пленных, значит, посади пленных всех вокруг огня. И тот, кто встал, перемешал огонь, есть армянин. У армян в крови огнепоклонничество. Слово «очаг», семейный очаг, это из армянского слова «оджах», что означает огонь. Считалось, что там, где есть огонь, там есть любовь, там есть семья, там есть дом. Понимаете? Вот это слово «оджах» взяли западные народы, и у славян теперь это звучит как очаг. Кстати, у славян очень много тюркских наречий, очень много тех же самых... Откройте, посмотрите, тюркские слова в русской магии или понятия. Вот ваш, например, вахтовый метод, да, мы говорим, вахтовым методом работает. А что такое вахт? Время. Временная работа, временный метод работы и так далее. Но еще не забывайте, что татары были тюркоязычные, есть. Естественно, во времена татарского правления, татарских ханов, конечно, очень много тюркских элементов, даже традиция, обычаи вошло в обиход русского домостроя. Вот и хорошо. Теперь начнем. Так, дорогие друзья, слова причудливые, но это призыв к огню. Для того, чтобы огонь черным днем, сеф это черный, перевожу чарк, чар это зло или злобная сила, дев дивы или демоны, да, хеф то же самое. Сумасбродный демон переводится. Вообще демон сумасшествия, отчаяния и так далее. Вишт, боль, горе и так далее, и так далее. Итак, вы за мной повторяйте, даже если не понимаете этого слова. Для начала возьмите эту свечу и прям катайте по лбу вверх-вниз, вот прям пальцами. Оно будет наполняться вашей энергией. Вот возьмите свечу и катайте по лбу. Ну, собственно, вот так вот, вверх и вниз. Дальше. Возьмите и катайте по руке вот так вот, таким образом. Сейчас мы не спрашиваем о заговорах и ритуалах. О них спрашивали уже и сказано. Теперь катаем по правой руке, где пульс.
Ничего страшного, погнулась, потому что от тепла, от телесного тепла. Пока вы катаете, у вас сердце начинает сильно колотить. Во, живое существо тут ходит маленькое. Так, все, сделали. Берем свечу в руки, зажигаем. А, красный я рано зажгла, честно говоря. Сейчас потушу. Он нам не нужен пока. Нет, нельзя. Но если жемчуг у вас не обработанный, то можно. Но если он уже обработанный, продырявленный, нет, он должен быть целостный, целостный камень. Итак, берем, начинаем капать. Он может свирепствовать, он может гаснуть, не имеет значения. Гаснет обычно, когда очень много на вас зависти. Ну, у меня обычно часто гаснет, когда даже я вам показываю. Возьми другую свечу. Давайте, я жду. Начинаем. Я буду читать определенными звуками, которые, может быть, в русском языке нет. Не может быть, а точно нет многих из них. Но вы попробуйте повторить, как сможете. Это не имеет значения. Я просто должна читать правильно. Итак. Крак. Айри. Еще раз. Крак. Айри. Чарик. Учарк. Крак. Айри. Чарик. Учарк. Айри. Цав. Вах. Уватанг. Айри. Цав. Вах. Уватанг. Крак. Айри. Вот киньте туда. И уже без свечи продолжаем читать. Севджур. Ар. Тар. Овкианоси. Так. Севджур. Ар. Тар. Овкианоси. Так. Это я повторяю, но когда вы будете читать, и когда Яна запишет, это все я ей сфотографирую и отправлю, тогда вы читаете просто по одному разу. Я сейчас много раз читаю для того, чтобы вы успевали и могли со мной делать. Вторая свеча. Его катать не нужно. Берем вторую свечу. Капаем. Сев Гишерев. Сев Цав. Сев Ачк. Варвир. Halvir. Hə. Qorir. Gına. Sevcur. Ар. Тар. Овкиани. Так. Здесь уже по-другому звучит. Не переживайте, если не успеваете за мной повторять. Просто делайте. Только то, что я читаю, уже вам становится легче, потому что вы делаете те же самые, то есть то же самое, что и я. Сев, дев,
Сев хев. Сев вишт. Уцав. Ар вукорир. Сев кари так. Сев джри так. Слова очень сильные, голова начнет кружиться. Ждем, пока покапает вот эта свеча. Наблюдайте, она черная, у меня тоже черная. Ну, учитывая, сколько ненависти и зависти вокруг меня, это не удивительно. По этим фигурам не пытайтесь что-либо понять, не нужно. Она вам не нужна, эти фигуры вам вообще не нужны. Это не гадание по свече, поэтому она вам ничего не скажет. Покапали? Вот так. Поставьте еще одну свечу рядом. Если у вас есть подсвечник, можете прям ставить. Свеча тухнет, это значит, что там очень много черноты. Но сегодня попробуем с вами поработать. Естественно, все это снимется, надеюсь. Последний раз читаем. Сначала держим вот так свечу. Или держите, или поставьте на подсвечник. Крак, айри, чарик, учарк. Айри цав, вах уватанг. Крак, айри, сев джур, ар, тар, овкиани так. Сев гишеров, сев цав, сев ачк, варвир, халвир, корир, гена. Берете, начинаете капать. Сев дев, сев хев, сев чарк, сев вишт, уцав, ар, укорир. Сев кари так. Сев джри так. Амен. 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 И докапайте последнюю свечу. Не надо переживать. Сколько у вас получилось, столько получилось. В этом ритуале всякое бывает. То падает, то еще что-нибудь. Это тяжелый ритуал, но он очищающий. Если не успели, можете сделать после. Ну, естественно, можно делать. Это ж не вердикт, что кто не успел, тот все. Я же 100 раз говорю, можете делать. Просто когда все вместе делаем, оно сильнее получается, потому что сейчас энергия многих, а в записи этой энергии нет. Это уже вам придется просто делать одной. Докапывайте свечу. Вот она уже светлее. Третья свеча должна быть светлее, по идее. Ничего страшного, вылилось. Потом повторите еще раз. Сейчас уберите и попробуйте подготовиться ко второму ритуалу. Так, уберите это пока в сторону, оно вам потом пригодится. У кого не светлее свеча, значит, им потом отдельно придется несколько раз это повторить еще раз. Пока свеча посветлеет, чтобы очистить эту гадость. Рухнет, не зажигается, нехорошо. Значит, у вас более серьезная вещь. Теперь смотрите. Берете 13 монет. Убираем бедность. Сначала будем произносить на русском языке, а потом на армянском.
берем 13 монет. Если стрелять черным, ничего страшного, это выходит. Радуйтесь, что оно черное. Значит, она собрала в себя и убрала просто. Ну, значит, зависти у вас много вокруг. Тухнет нехорошо. Тухнет, значит, нечто такое более серьезное. 13 монет. Все подготовили? Жду, товарищи. Вот и хорошо. Берите 13 монет в любую руку. Можно в правую, можно в левую. Сначала читаем на русском языке. Итак, начали. Здесь различные цифры. То 13 приводится, то 7, то 3. Так уж положено. Не могу сказать, почему и как, но так надо. И это вот как раз один из ритуалов моей бабушки. Сейчас я прочитаю, вы поймете, насколько это интересная, оригинальная работа. Начали. 13 дивов, черных и бескрылых. Пришли за 7 гор. Пришли за 7 скал. Черные всадники, крылатые и бескрылые. Есть для вас невесты. 3 сестры, 3 беды. Бедность, бессилие, бедствие. Заберите их себе в жены. Да сгиньте, меня покиньте. Да будет так. Аминь. Читаем 3 раза, потом 1 раз прочитаем на армянском. 13 дивов, черных и бескрылых, пришли за 7 гор, пришли за 7 скал. Черные всадники, крылатые и бескрылые. Есть для вас невесты. 3 сестры, 3 беды. Бедность, бессилие, бедствие. Заберите их себе в жены. Да сгиньте. Меня покиньте. Да будет так. Аминь. Чувствуете, какие слова? Еще раз читаем. 13 дивов, черных и бескрылых, пришли за 7 гор, пришли за 7 скал. Черные всадники, крылатые и бескрылые. Есть для вас невесты. 3 сестры, 3 беды. Бедность, бессилие, бедствие. Заберите их себе в жены. Да сгиньте. Меня покиньте. Да будет так. Итак, то же самое с вами прочитаем на армянском 1 раз, для того, чтобы действительно наверняка и сильно получилось. Տասերեք դև, սև ու անթև, 7 սարից եկան, 7 քարից եկան, սև ձիավոր, անթև ու թևավոր, 3 քույր կա, տարեք ձեզ հարս, աղքատություն, անճարություն, դժբախտություն,
Арек, Тарек, Хаверш, Корек. Амен, амен, амен. Если будете по-русски и 3 на армянском языке, то будет сильнее. Читаем 1 раз пока. Видите? Улетела, не хочет уйти, а придется. Когда читаете, может быть жарко и может в руке гореть. Вот так. Значит, послушайте меня. Вот это берете, больше не открывайте, закрывайте вот здесь. И никому в руки не давайте до завтра. Будете идти куда-нибудь на перекрестке или на дороге, кидаете не без оглядки и говорите: бедность дивам отдаю. Кинули и ушли. Но сделайте в таком месте, по какой дороге вы обратно домой не придете в этот день. То есть в таком месте, по которой вы обратно домой не придете. То есть в этот день вы не пройдете по этой дороге, чтобы снова не забрать себе бедность обратно. Понимаете? Даже если вы не подберете, она там будет лежать, это нехорошо. Вы ее никому не передаете, можете не переживать. Вы ее просто выкидываете из своей жизни. Здесь закрыты бедность, безысходность и бедствие. Никому нельзя отдавать. Обязательно выкинуть. Все, откладываем. Следующее. По плану идем. Вот этот ритуал называется чарякап. А дословно, если перевести, называется связать зло. Были такие похожие ритуалы, назывались гайлакап. Когда, поскольку у крестьянина все зависит от скота, все зависит от имущества, от земли, да, сколько даст земля и так далее, от этого очень много зависит в его жизни, то, естественно, когда поднимали скот в пастбище, за ними шли волки. Гайль – это волк. Гайлакап, то есть связать волка. И вот женщины брали такие вот, отламливали, значит, ветки, начитывали и связывали черной нитью и привязывали к деревьям. Считалось, что это волком связывают ноги, чтобы волки не могли ничего делать. Но кроме гайлакап есть еще древняя такая традиция, называется чаракап. Связать врагов, чтобы враги против тебя ничего сделать не смогли. Итак, я этот ритуал прочитаю на русском языке. И в конце 1 куплет на армянском. Для того, чтобы оно получилось. Берем нить и начинаем связывать вот эти ветки. Сейчас, секунду. Нет. Тканью ничего не получится. Это должна быть нить. Потом сделайте отдельно, значит. Я заранее сказала, что нужна черная нить. И я сказала это в 3 часа где-то. У вас было время 8-9 часов, чтобы найти нить. Итак, начинаем привязывать сначала. Прям хорошо надо связать. Так. Вот эту вот ветку можете дома где-нибудь спрятать
Значит, если оно уже будет непригодным, сломается, сделайте новое. Или, может быть, уже к тому времени опасность минует, уже и не нужно будет ничего делать. Как бы там ни было. Да, 2 палки связать, разве не видно? Вот так связывайте. И если у вас есть судебное дело, если есть человек, который распространяет сплетни, если есть опасность от людей, которые вам хотят навредить и так далее, они ничего сделать не смогут. Так. Зависло. Мне не пишите постоянно, пожалуйста. У меня не зависло, у меня все нормально. У вас зависло, исправляйте. Пока мотаем, Наталья. И ничего не читаем. Когда придет время, я скажу. Так. Дальше. Можете потом домой увезти. Можете. А теперь читаем. Чуть-чуть связывайте и читайте. Черной ночью, черной нитью волю врагов связываю, своей воле подчиняю. Еще раз. Черной ночью, черной нитью волю врагов связываю, своей воле подчиняю. Еще раз. Черной ночью, черной нитью волю врагов связываю, своей воле подчиняю. Можно. Врагов воли лишаю, принижаю. Связала им ноги, связала им руки. Врагов воли лишаю, принижаю. Связала им ноги, связала им руки. Врагов воли лишаю, принижаю. Связала им ноги, связала им руки. Здесь мы повторяем несколько раз, а так, когда отдельно будете делать, 6 раз читайте этот заговор. Закрываю им дороги, да заберут их черные боги. Закрываю им дороги. Представьте их лица. Да заберут их черные боги. Закрываю им дороги. Да заберут их черные боги. Черной нитью вас связала, черным дивом приказала. Покуда нить не срежу, врагов из плена не освобожу. Здравствуйте. Черной нитью вас связала, черным дивом приказала. Покуда нить не срежу, врагов из плена не освобожу. Черной нитью вас связала, черным дивом приказала. Покуда нить не срежу, врагов из плена не освобожу. А доколе неподвижны и моей воле подчинены.
истинно так. А доколе неподвижны и моей воле подчинены, да будет так. А доколе неподвижны и моей воле подчинены, да будет так. А теперь читаем на армянском. Чаракап, чаракап, чаракап. Կապեցի չարի ուժը, սև դևին, սև խևին, զոհ գնա, իմ թշնամին, ոտքդ կապեմ, ձեռքդ կապեմ, թող քեզ տանի սև քամի. Амен. Значит, вот так берете эту нить, не отрывайте. На свече сожгли, домотали и говорите: пока нить не срежу, врагов своих не освобожу. И теперь наблюдайте, люди, которые что-то хотели, у них все остановится. Если они хотели, метили на ваше место, у них все остановится. Если они хотели хорошей должности, у них все остановится. Если их куда-то приглашали на работу, у них все остановится. Пока эта нить есть, они против вас ничего не смогут. Если, конечно, они не могущественны. Еще раз говорю, такие работы работают только у тех людей, у которых все снято, убрано. Но имейте в виду, если с вами ведут целую войну ведьмами и колдунами, вы не думайте, что одной нитью вы их остановите. На время остановите, чтобы у вас была передышка. А это вообще касается людей, которые на работе надоедают, мешают, кровь пьют, просто достают. Но не ярых врагов, которые могут навредить. Хотя их тоже на время можно остановить, пока вы найдете выход. Следующее. Так. Ставьте обратно вот эту воду. Берем спички. Ну, вытащите определенное количество. Уже сказано было, что читается и на русском языке, и на армянском. И мы прочитали на русском и на армянском. О чем сейчас речь? Без воды как вы будете спички тушить? Куда вы потушите спички без воды? Наберите во что-нибудь воду. Ужас мягко сказано. С ветками уже 100 раз было сказано. Ветки хранить у себя дома. Итак, в этом ритуале призыв 7 черных сил, 7 дивов, верховных дивов. И просьба, чтобы они сожгли все капканы, все вражьи, скажем так, уловки перед вами, все трудности в жизни, неурядицы, все опасности, все, что перед вами встает, все, что вам мешает жить.
преграды. Итак, дорогие друзья, ну, я взяла на всякие 4 штуки. Там, посмотрите, если у вас маленькие спички. Зажигаем из свечи. Держите над водой. Пускай она горит, а вы читаете. Это нужно над источником огня, и именно природный. То есть, чтобы это была древесина, то есть спичка. Повторяйте за мной. Сев карак. Айрир. Мохрацру. Сев ачк. Наханц. Амен воругайт. Амен вытанг. Йод деви. Анун гитем. Бахрам. Шам. Вет. Сет. Гирс. Мехирс. Адаба. Девер. Хевер. Чаркер. Качкер. Сев Караков. Айрек. Амен. Чарик. Амен. Ворогайт. Амен. Ватанг. Лини. Айт пес. Когда вы читаете, плохо становится. Голова кружится, резко жар, холод, и такое ощущение, что с головы прям поднимает вас за уши, как за скальп. Так, это сюда потушили. Взяли еще раз. Это имена древних черных сил. Учтите, если эти силы призываете, они очень сильны. Да, и не забудьте 7 монет или 7 кусков хлеба оставить под деревом потом на следующий день и сказать откуп черным дивам или черным демонам или черным силам, как хотите. Вот это бабушкин мой ритуал. Немножко видоизменила, чтобы по башке не получить. И дарю вам. Ну, видоизменила не сильно, оно силу не потеряло. Просто есть вещи, которые только для практиков, а здесь это убрано. Начали. Сев карак. Айрир. Мохрацру. Сев ачк. Наханц. Амен воругайт. Амен ватанг. Йод деви анун гитем. Бахрам. Шам. Вет. Сет. Гирс. Мехирс. Адаба. Девер. Хевер. Чаркер. Качкер. Сев Караков. Айрек. Амен Чарик. Амен Ватанг. У Ворогайт. Лини Айтпес. И последний раз. Фух, аж у меня голова кружится. Потом принесу, поставлю на зарядку, потому что сила огромная этих работ и быстро съедает зарядку телефона. Начали. Сев, Карак, Айрир, Мохрацру, Сев Ачк, Наханц, Амен Воругайт, Амен Ватанг, Йод Деви Анун Гитем, Бахрам, Шам, Вет, Сет, Гирс, Мехирс, Адаба, Девер, Хевер, Чаркер, Качкер, Сев Караков, Айрек, Амен Чарик, Амен Ватанг, У Ворогайт, Лини Айтпес. Иди сюда, Пуся. Кого ты там увидел?
Сюда, бегом. Молча. Все, отдышитесь. На секунду я пойду принесу эту. Да, даже слушая эти ритуалы, уже может жар бросать, я согласна. Сейчас принесу зарядку, извиняюсь, поставлю, потому что она не выдержит. А у меня еще 2 впереди ритуала. Так, отойди, Пуся. Уйди. Сиди тут. Ага. Все. Пожалуйста. Так, пришли в себя, я надеюсь, все. Алтарь загорелся. Будьте осторожны, это с огнем связано. Значит, эти все штучки в банку закатать. Значит, закрыть. Это все можно просто выкинуть в мусорку. Здесь уже все. Ничего такого уже нет. Убрали. Это можете хранить дома. В таком месте, чтобы никто не трогал вместо, то есть кроме вас. Это все вынести, выкиньте. На дороге, по которым обратно не придете. Говорите, бедность свою дивам отдаю или черным силам отдаю. Банка лопнула. Но вот видите, значит, у вас очень много было всего накоплено. Не выдержала. Дальше. Начинаем излечение камнями. Опять ритуал перевела на русский язык. Так. И куплет из армянского ритуала, потому что с чего это не вынесете? Вынесите очень даже хорошо. Потому что полностью ритуал на армянском не очень хорошо передать. Я просто перевела на русский. Итак, дорогие друзья. Нет, не красную, пока что камни. Берем камни. Вот некоторые камни пускай на алтаре будут. Это сюда. Некоторые можно в руках крутить. Чего? Что за галка? Ничего не поняла я. Извините, конечно. Значит, берете, прикладываете несколько камней к голове. Знаете, к какому месту? Где называется вот макушка. Значит, ну сколько у вас поместится в руках. Остальные можете на алтаре оставить, не обязательно все. Вот где макушка у вас, или мужичок еще называют. А, все, я поняла. Можете и простые камни, я же сказала, любые камни. Просто они должны быть целостные, понимаете? Акцент на то, что как камень
не разбить, так мое здоровье не разбить. А если камни будут, скажем так, как вам сказать, остатки, если камни будут раздроблены, если камни будут бусы, то это не сработает. Вы же на целый камень читаете. Понимаете меня, о чем я говорю? Так, начали. Берете камень, положите на голову. Ой, не мужичок, а родничок, господи, называется у детей. В общем, положите себя на голову, макушку туда. Вы меня слышите, Маруся Хромова? Я сказала, осколки нельзя. Они должны быть целостные. Нет, бусы нельзя. Не получится. Понимаете, я же вас предупредила, сказала, камни. Темечко уже я сказала, я уже другое говорю. Все, взяли камни. Они должны быть цельные, вот такие, потому что здесь заговор такой, как камень, с камнем ничего не делается, как камень нельзя раздробить, как камень вечный, сильный, так и мое здоровье крепкое, сильное, и тело, и душа, и так далее. А если у вас раздробленный камень, если у вас продырявленный камень, это невозможно читать, оно не сработает. То есть получится, что ваша жизнь будет продырявленная, раздробленная. Дорогие друзья, не потому, что мне жалко, или потому что есть законы магии, которые надо соблюдать, если ты хочешь, чтобы у тебя получилось. Вот о чем речь. Все. Сейчас нету, сделайте потом. Все, Хромова, свободно. Начали. О камни, кости земли, носители сил вселенной, вместилище духов, из темных недр, из царства духов, из глубокого тартара. Кирпич засунь в жопу своей маме. Начали снова. Твари, блядь. Еще раз читаем. О камни, кости земли, носители сил вселенной, вместилище духов, из темных недр, из царства духов, из глубокого тартара, из черной бездны. Сейчас голова будет очень невыносимо болеть. Надо терпеть. О каменная сила, прошу и заклинаю, оживись и на помощь приди. Скала у моря, море скалу не смоет, так и болезнь меня не тронет. Камень не сжечь, камень не съесть, и болезни меня ни сжечь, ни съесть не смогут. Каменная сила, поделись мощью,
Камень крепок, и я крепка. Да не на день, а на века. У камня спина не болит, рука не ноет, нога не тянет, так и меня болезнь, так и у меня болезнь перестанет, остановится, в камне окаменеет, водою смоется. Камень крепок, я крепка. Заклято. Оторвите сейчас с головы этот камень. Вам нужно будет это читать каждый раз и промыть под проточной водой. Им не то, что скучно жить, у них просто от бессилия они уже с ума сходят и дохнут. Не знают, как еще мешать. Понимаешь? Начали. Берем еще раз камень и ложим на голову. Это простое бессилие чмошных существ. Не обращаем внимания. Держим на голове еще раз. Голова будет болеть, но потом станет легче. Читаем за мной, повторяем. О камни, кости земли, носители силы Вселенной, вместилище духов, из темных недр, из царства духов, из глубокого Тартара и черной бездны. О каменная сила, прошу и заклинаю, оживись и на помощь приди. Скала у моря, море скалу не смоет, так и болезнь меня не тронет. Камень не сжечь, камень не съесть, и болезни меня не сожгут и не съедят. Каменная сила, поделись мощью, камень крепок, и я крепка. Да не на день, а на века. У камня спина не болит, рука не ноет, нога не тянет. Так и моя болезнь перестанет, остановится. И в камне окаменеет, водой смоется. Камень крепок, и я крепка. А теперь прочитаем этот куплет на армянском языке. Каре воки. Апаражи ворти. Карем. Жайрем. Лицо начинает охлаждать и отпускает боль. Карипес ужех. Анкотрум. Айтпес лини. Еще раз за мной повторяйте. И постепенно вам становится легче. Отпускает боль головы. Холодеет голова и начинает отпускать полностью боль.
Начали. Каре воки. Апаражи ворти. Карем. Жайрем. Карипес ужех. Анкотрум. Айтпес лини. Слова очень красивые. Душа камня, сын скалы. Я как камень, как скала. Не сломить, не уничтожить. Раньше камнями лечили болезнь. Люди шли, ложились на камни, начитывали и уходили. Или смывали потом после себя. Начали. Каре. Воки. Апаражи. Ворти. Карем. Жайрем. Карипес ужех. Анкотрум. Айтпес лини. А теперь уберите эти камни. Все эти камни под проточной водой смоете. Все эти камни под проточной водой смоете. И снимите с них вот это состояние. Вы передаете камням свои боли, а потом смываете водой. И оставьте на 1 день сушиться. То есть ничем не сушите, не протирайте, оставьте, оно само пусть посушится. Иногда делайте этот ритуал. Внизу наберем все тексты, оставим, не переживайте. Делайте эти ритуалы. Они будут помогать вам вытягивать ваши болезни. Это очень сильные работы. И особенно это четверостишье. Постепенно станет легче. Теперь делаем последнюю. Оздоровление, армянское исцеление. Есть ролик «Армянское исцеление». Можете открыть. Да, легче стало, отпустила. Можете открыть, посмотреть. Дорогие друзья, такие ритуалы улучшают обмен веществ. Чем больше вам лет, тем лучше часто проводить такие работы. Заниматься своим здоровьем чаще, чем раньше, понимаете? Потому что у вас уже нет той силы, у вас уже нет того состояния, которое у вас было в молодости. Сейчас надо беречь себя, сейчас надо как можно больше уделять себе внимание. Если вы хотите прожить долго, вы можете долго прожить, но будете вся в морщинах или уставшая, или то рука будет отказывать, то нога. Сами понимаете, возраст. Это омерзительное состояние, когда ваше тело вам не подчиняется. Согласны? Это неприятно. Поэтому начинайте сейчас, чтобы вы дожили до самых седин в нормальном состоянии. Понимаете, очень приятно, когда вы бодрая, здоровая, скажем так, живая, энергичная, понимаете? А для этого вы должны заниматься своим здоровьем. Это не страшные вещи. Я когда-нибудь начну вам показывать редкие работы, то есть с редкими вещами, которые достать непросто. Именно такие вещи, на такие вещи заговаривались, например, на удачу и так далее. Считалось, что вот эту редкую вещь, если найти и заговорить, оно приносит удачу, потому что такого нигде нету. Такое есть, но пока что я пытаюсь вам дать такие работы, которые, вы сможете найти, чтобы для вас это не было очень сложно находить, понимаете, по всему миру. Чтобы это было для вас доступно, собственно говоря. Да, Инна, это твари, которые от бессилия. Они же видят, что я не обращаю внимания ни на что. Они что, думали, что если они сейчас на 2 недели заморозят мой канал своими жалобами, я буду сидеть и плакать день и ночь? Нет, я как работала, так и работаю. Как меня смотрели много тысяч, так и смотрят много тысяч. Какая разница? Из этих 20 тысяч я могу сделать точно так же 100 тысяч, понимаете, и за короткое время. И видя, что они мне ничего делать не могут, просто лезут и начинают гадить.
А жалкие, ничтожные, несчастные люди, нищеброды в душе, они всегда такие были, собственно говоря. Вот легче станет. Иногда пробуйте с камнями. Это отличная работа, усиливает. Да, Елена, не помню, кто сказал такую фразу. Гения видно сразу, хотя бы потому, как против нее объединяются бездарность и ничтожество. Видите, сама себя похвалила. Значит, дальше. Что я хочу сказать? Берете красную свечу. Да, если против одного человека много объединились, значит, этот человек талантливый, сильный и умный. Ну, объединились-то кто? Ничтожество, господи, херня херней. Кто их будет помнить? Вы знаете, Омара Хаяма очень многие преследовали. Мы никто не помним, правда, кто его преследовал и кто был халиф того времени. Кто-нибудь помнит, кто был халифом или султаном времена Омара Хаяма? Никто не помнит. А Омара Хаяма помним, все помним. Так что, дорогие друзья, пройдет время. Кто на меня тявкал, никто их имена помнить не будет. А меня будут помнить, думаю, да. Так что вот это главное. Главное вот это. Да. Вспомнилась фильм, помните, когда ног не было и говорит: Галенька, ну у него же даже ног нету, как же ты за него замуж выходишь? Он сказал, она, то есть, сказала: ой, бабоньки, в этом деле ноги не главные. Так, сейчас пройдет. Значит, что я хотела? Забыла уже, все. Улетела. Да. Если им кажется, что они меня доведут, мне очень жаль этих людей, потому что они меня знают много лет. И они знают, что этот корабль просто непотопляемый. На что они надеются, я даже не знаю. Честное слово, не знаю. Уже половина из них попередохли, половина спились, половина в больницах валяются, а все равно не сдается, да? Врагу не сдается наш гордый моряк. Господи, вот нахрен они мне интересны, чтобы я на них еще и жалобы кидала. Итак, моряк или варяг, господи, перепутала, ладно. Да они и так уже доведены до Кондратия. Их уже давно доктор Пеппер долбанул. К ним давно уже тетя Ася приехала со своим этим. Ой, все, начали. Проходит, боль пройдет. Она сразу очищается и легче становится. Ой. Ну и кто это мне написал? Я очень хочу участвовать, примите меня. А что вас принимать? Вот нормально вообще смски мне писать такие. Инга, я очень хочу участвовать. Участвуйте. Как я могу вас принять? Вот включите там прямой эфир и участвуйте. Вообще интересный вам момент. Да. Да, точно. Так что начали. Нет, не надо гасить, пускай горят. Так, дорогие друзья, наверное, не знаю, когда принять. В комсомолы. Да. Ну, у Полынь-то резюме, там все четко, ясно, с номером телефона, адресом. Почему со мной легче? Ну, наверное, потому что от меня исходит очень много такой доброй энергии. Хотя я сама по себе не должна, по идее, быть доброй. Дорогие друзья, армянское исцеление
Там нужно некоторые ингредиенты, но сегодня мы с вами... Ой, она уже превратилась в бабку, я не знаю, что у нее там уже. Значит, я не знаю, Любовь, какой оргазм вы где поймали. Ну, идите, ловите дальше этот оргазм. Я вас посылаю туда, в свинарник. Там хорошие оргазмы раздают. Вам тоже припадет. Дура, блин, великовозрастная. Да вообще. Да. Оргазм. Одной ногой на том свете про оргазмы сидит, думает. О душе думай, женщина 500-килограммовая. Ну все, меня отвлекли. Ну что такое? Дайте я проведу. Как говорила моя бабушка, одной ногой в Верхнем Иерусалиме, а сама про оргазмы думает. Ой. Господи. Все. Да на здоровье я рада, если у людей есть оргазм, конечно, это очень радует, но не надо это все обсуждать тут. Вот в чем вопрос. Ой, все. Сейчас как тот волк. Сейчас спою. Итак, сегодня мы с вами просто будем читать исцеление, армянское исцеление, обращение к Богу Арамазду. Да, наверное. На армянском языке, глядя на красную свечу. Итак, все готовы? Когда я произношу «хэ», так и нужно. Если напряжетесь, сможете слово «хэ» произнести. Если нет, произнесите «хэ». Ничего страшного. И не обращайте внимания на этих дерьмокланов. Я их все равно блокирую спокойно, без нервов. Можете постирать, можете выкинуть, как хотите. Начали. Хац. Начали. Хац. Угини. Тер Кентани. Туринс Паркев. Туринс Арев. Առողջ հոգի առողջ մարմին հաց ու գինի տեր կենթանի առողջացիր հոգի մարմին լույսն բացվի բարին բացվի մարմին հոգի ուժով լցվի առողջացիր տիրոջ ուժով հաց ու գինով արեք արև դուր ինձ կորով Աստծո ուշ եկար բարով Секунду, голова закружилась. Ասեմ, կանչեմ, ուշ, ճանաչեմ, զորեղացիր, հոգի, մարմին, հաց ու գինի, տեր, կենթանի, իջիր ներքև, որպես պարգև,
որպես սուրբ ուժ, առողջացիր մարմին, հոգի, ինձ օգնական հաց ու գինի, Տեր կենթանի։ Аминь. Яна, здесь исправишь в одном месте, пожалуйста. Я тебе скажу, напомню, ладно? Тут пару букв неправильно. Остальное все правильно. Но ты не можешь знать наш язык. В принципе. Здесь сейчас скажу. Ворпес. Ворпес. Слово ворпес. Не вортес, а ворпес. П вместо Т. Все, больше ничего не надо исправлять. Так. Итак, дорогие друзья, теперь рассказывайте свои ощущения несколько минут, пока я этих животных отсюда убираю. Русская версия под роликом не будет. Русской версии есть русскими буквами написанная. И я уже сказала, это ритуал называется армянское исцеление. Оно уже есть в печатном варианте. Так, теперь послушайте, дорогие друзья. Желательно сегодня не купаться, ну, например, в ванной, да, если душ принять, то постарайтесь быстрее, потому что может плохо стать. Вам сегодня нужно, как бы сказать, прийти в себя немного. Будет и грузинское очищение, потому что грузинский язык один из самых древних картлийских языков, то есть кавказских языков. То есть принадлежит семье кавказских языков. И будет и грузинское исцеление. Все постепенно. Ко всему придем. Вы знаете, что у меня еще очень много знаний, которые я могу дарить и дарить. Как бы это многим не нравилось, но я еще не знаю такого практика, у которого было подарено столько уникальных работ, и который столько бы просто знал о магии и прочее, прочее. А теперь я поставлю на зарядку. Если у меня будут силы, чуть позже зайду и проведу прямой эфир, как обещала, Инанна Иштар Астарта. Расскажу про эту удивительную богиню, где она сейчас, с кем она, в каких пантеонах она находилась, почему она уходила из одного народа к другому народу и так далее. Отдохните пока, придите в себя. Да, армянский язык, он очень древний, очень сильный. Многие ритуалы, призыв денег я делаю на армянском языке. Она срабатывает быстрее. Есть у меня ритуалы на армянском языке для денег. Можете брать и делать. Они очень сильные. Вообще, на все случаи, мне кажется, я уже дарила вам. А теперь просто дарю еще несколько разновидностей на всякий случай. Можете свечи потушить, только не дуйте. Постарайтесь или этими специальной гасилкой, или пальцами, ну, если вам пальцы не жалко. И чуть-чуть ложитесь, отдохните. Если вы отключитесь, ничего страшного, потому что это бывает. Зато теперь у вас еще одно оружие. А внизу потом напишем.
Банку просто выкиньте в мусорку, больше ничего. Уважаемые, что значит записи будет работать или нет? Работать должны вы, а в записи это всего лишь запись. Можете сесть и в записи провести этот ритуал. Нельзя задувать, потому что так принято. Задувая что-либо, мы практически уничтожаем ту работу, которую сделали. Отчасти лишаем эту работу силы. Ну, где можно задувать, я вам скажу. Все. Выкидываю русскую руну. Какую еще русским модератором? Каким еще модератором, господи? Извините. Ян, напиши мне срочно что-нибудь. Оказывается, тут можно назначить модератора. Я здесь тебя назначу и спокойно уйду. Давай, вот так вот легче назначить, чем потом отдельно. Отдельно я не могу найти эту функцию, если честно. Чего-нибудь начеркни. Например, там Б, вот. Очень хорошо. Значит, добавить модератора. Красота. Все. Эта долбанутая руна куда делась? Все, она удалена. Правильно. Сейчас посмотрим, что с ней, с этой дурой. Заблокировать. Прекрасно. Все, вот тебя и назначили. Теперь можешь со своей палкой ходить на здоровье. А то мы голову ломаем, блин, как же тебя поставить модератором? Что ж такое, а? Вино не надо здесь ставить. Ставьте, когда сделаете полный ритуал. Все, дорогие друзья. Значит, напоминаю, банку выкидывайте. Значит, эти ветки сохраняйте. Ну, можете сохранить, пока опасность минует, потом можете выкинуть. В любом случае, можете просто переделать, если хотите. Это, значит, кидаем на дорогу на следующий день, просто не глядя рядом, вот так выкидываете и говорите: оставляю бедность, отдаю бедность духам или силам, или демонам. И идете без оглядки. Дальше, что у нас еще оставалось? Камни промыть под проточной водой всегда, когда начитали. Когда на камне читайте, учтите, делайте такой день, когда вам срочно не надо выходить, потому что голова может закружиться. 7 монет под деревом, да, оставить от врагов. То есть сказать: откупаюсь от 7 духов и уйти. В принципе, вроде все сказала. Да. Что непонятно, скажу вам потом. Все. Тушим. Будет время, еще проведу прямой эфир про богиню Инанну. Если будет время. Ну, надеюсь, что будет. Всем спокойной ночи, и пусть все эти работы вам будут во благо.